Итак, всем доброй ночи. После трансляции и разговора с вами зарядилась энергией, силой больше, наверное. И решила снять вам еще один ролик, объясняющий. Поскольку сыпятся вопросы, я намерена на них отвечать и считаю нужным это делать. Итак, сорокауст, ладан, ставление свечей перед иконами, мольба, значит, о здравии, заказывать всякие богослужения и прочее, помогают ли человеку избавляться от врагов, от темных сил, от злых чар и прочее. Давайте начнем с того, что еще раз говорю, что религии, как правило, запрещают магию, либо отрицают силу магии перед их силой. Это делается по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы люди не боялись, не увлекались магией, потому что, если помните, был такой случай, когда Петр, проповедуя язычникам, как сказано в Библии, одна из этих язычниц, которая вещала, которая имела способность ясновидеть и говорить то, что есть, она говорила людям правду, и к ней многие шли. И ее хозяин, как там пишет в книге Экклесиастам, насколько я помню, Ефесянам, перепутала, Экклесиаст — это Старый Завет. Так вот, хозяин этой ясновидящей, которая зарабатывал с помощью нее ясновидения, приходили множество народу отовсюду из Израиля и не только. И она подошла навстречу к Петру и сказала, что вот он, Божий человек, и слушайте его, идите за ним. И в ту же минуту Петр повернулся и запретил ей вещать. После этого она перестала вещать, и хозяева его были недовольны, ибо большие деньги зарабатывали с помощью нее. Так говорит Новый Завет. Почему так сделал Петр, объясняется тем, что он не хотел, чтобы свидетельствовали о его богоугодном деле те самые, которые противятся этому делу. Ибо если бы люди поверили этой женщине, то они пошли бы за ней. А он не хотел этого. Он хотел, чтобы люди верили в Бога не через демоническую силу, а через божественную, как говорит Петр. То есть объясняется его поступок этим. Так вот, если священные отцы будут говорить о том, что от магии спасет 40 уст, спасет молитва за здравие, спасут иконы, спасут ладан и прочее, значит, они тем самым признают силу магии. Согласны? Логично. Они признают, что магия имеет силу, обладает силой, а значит, они тем самым показывают, что она существует, доказывают его существование, ее. Магия вообще в переводе с древних языков несколько есть версий. Есть арамейская версия, есть версия древнехалдейская, означает мудрость. Древняя мудрость. А значит, магия в себе значит, вмещает в себе всю вселенскую мудрость. Все это, все мироздание, все законы Вселенной, мироустройство и прочее. Так вот, перед той силой, которая намного древнее, чем все религии мира, поскольку мы знаем, что каждая религия рано или поздно себя изживает и уже становится обыденным делом, уже постепенно начинает уже относиться не так, как относились раньше. Каждая религия переживает свои темные века. Точно так же темные века переживало христианство в одно время, если помните, да, времена инквизиции, преследований людей и прочее. Точно так же каждая религия переживает свои темные века. Через некоторое время он становится обыденной, потом становится каждодневной, уже приедается и прочее. Но это уже история каждой религии. В конце концов, она уходит вообще в темные века и исчезает. Так исчезали многие религии, которые были до наших. Но для этого требовалось время. Они тоже существовали и 5000 лет, и более, но в конце концов от них ничего не осталось. Потому что человечество меняется психическая структура человечества, меняется деятельность мозга человечества, интеллектуальная способность и прочее. Ну и интересы заодно. Так вот, значит так,
начнем с того, что религия не рекомендует, то есть не советует там спастись от темных сил, говоря о том, что темная сила верующему человеку, соблюдающему все посты и прочее, ничего не сделает. Начнем с того, что это, конечно, не совсем правда, но в то же самое время любой человек, который надеется на помощь религии и ищет помощь религии, должен всецело подчиняться этим силам, если хочет защиты от этих сил. Если он не подчиняется этим силам, то как таковой такой защиты, на такую защиту рассчитывать не приходится. В любом случае религия не будет защищать человека, который полностью не подчиняется. А подчиняющийся религии человек никогда не пользуется магией. Это запрещено. Правильно? Если вы подчиняетесь этой силе, значит, вы подчиняетесь всецело, значит, вы все законы и каноны соблюдаете. Ну, это я уже один раз говорила, там, где псалмы и магия, там подробно объясняется. Второй момент. Сорокауст. Сорокауст – это 40 дней молебен за здравие. Есть разные сорокаусты, есть за здравие, есть за спасение, но в основном за здравие, нам более известные. Итак, предлагается, значит, делать на врагов, заказывать 40 дней молебен для того, чтобы они отстали. Честно говоря, логику этих вещей я не понимаю. Может быть, и логика объясняется тем, что, мол, отпусти, прости, и им вернется все сполна. Но я хочу вам сказать, что ни один практикующий человек, ни один человек, знающий магию вообще мало-мальски чуть-чуть и прочее, никогда не советует такие вещи. Потому что если ты говоришь Вселенной, что тебе комфортно, нормально, вот тебя обидели, тебя обделили, у тебя забрали дом, землю, да, тебя избили на улице. Ты идешь, заказываешь сорокауст, молебен за здравие врага. Ну, может быть, как христианин со стороны ты выглядишь очень суперский, очень добрый человек, очень высокоморальный человек, может быть. Может быть, как обычный человек ты выглядишь глупо и нелогично твое поведение, потому как врага нужно ставить на место, а не ходить и по нему, значит, ставить сорокаусты и молиться, может быть. Но с точки зрения магии ты поступаешь глупо. Потому что если ты хочешь, чтобы твой враг был наказан, ты должен Вселенной об этом говорить. Ты не должен за ним бегать с топором и ножом, но ты должен показать свое негодование, чтобы Вселенная знала, что тебя обидели, и ты хочешь справедливости. Если ты об этом говоришь, если ты даешь об этом знать, если ты хочешь справедливости, ты ищешь справедливости, ты негодуешь, ты отправляешь определенные посулы, определенные сигналы туда, мол, помогите, меня обидели, меня ни за что обделили, я не виноват, я требую справедливости. Только тогда Вселенная наказывает твоего врага. Если ты идешь ставить сорокаусты, то есть ты прощаешь его, отпускаешь его, то есть ты даешь понять, мне нормально, комфортно, ничего такого не случилось, я даже готов за него молиться, то надеяться на то, что твоего врага накажут, не приходится. Еще никого не наказывали за то, что ходили за него, ставили за здравие и сорокауст. Абсолютно. Так что логики здесь ноль. И в этом случае, в том случае, единственное, что я говорю, чего ты можешь добиться, если ты просто религиозный фанатик, то тебя, конечно, примут на ура, и, конечно, тебя одобрят, конечно, скажут, что ты достойный христианин, конечно, скажут, что ты правильно живешь по канонам религии, это скажут, я согласна. Но если ты идешь, хочешь получить помощь в магии, помощь колдуна и ведьмы, и колдун или ведьма, или кто она там себя называет, отправляет вас, значит, заказывать сорокауст, то наверняка этот человек знать не знает в магии ничего. Потому что для того, чтобы наказать врага человека, да, взять заказ и наказать, никакие сорокаусты не нужны. Можно так наказать, что мало не покажется. Кроме того, существует еще такая вещь. И это знают только практикующие люди. Когда ты снимаешь человека то, что ему наслали, тот, который это наслал, уже наказывается автоматически. И те люди, которые приходили, и те люди, которым я помогала, у которых снимала смертные порчи, всякое насланное, сделанное, как правило, потом мне говорили, что был такой отказ, что мы сами в шоке, как такое было возможно. Мы сами своими глазами видели, как человек наказывался за нас. Вот, собственно, самое правильное, простое наказание врага согласно магии. Поэтому ни один колдующий человек вас не отправляет справлять сорокаусты. Ни один колдун, ни один
практик, ни одна ведьма не надеется на религиозные обряды. Они сами это все делают. Так что те, которые отправляют, либо сами не в курсе дела, либо просто некуда деваться от незнания, от невежества, просто, лишь бы отделаться, лишь бы что-нибудь сказать, лишь бы как-нибудь показать, что якобы они там всемогущие. Идите, закажите 40 уст. А какое имеет отношение 40 уст к тому, что есть наказание, просто черное наказание? Есть вещи, которые можно прочитать, и за очень короткое время человек накажется. Например, у меня есть такие ритуалы, если видели, рука справедливости. Вот наша одна форумчанка наша провела, и она сказала, что весь ЖК, или как там его, жилищно-коммунальное хозяйство было наказано. Хотя никто никуда не писал, ничего не говорил, но было наказано, и очень строгие выговоры, по-моему, кого-то уволили. Другой человек говорил, что доставали родственники мужа, в конце концов были очень строго наказаны, не буду говорить как. Наказаны были очень сильно, потому что они отобрали у них землю, построили на этой земле дачу, дачный домик, то есть без разрешения, без ничего, и очень нагло, нахально себя вели. Так вот, этот домик сгорел ни с того ни с сего, причем замыкание какое-то случилось или что, ночью никто не понял, еле спаслись. И они поняли, что им впрок это не пошло. Так что наказывать колдуны врагов, тех людей, которые к ним приходят и заказывают это, должны по-другому, а не 40 устами. И советую тем более ходить и перемешивать две энергии не должны. И уж тем более человек, который пришел за помощью к древним силам, должен знать, что если он перемешивает эти две силы, хотя там, скажем, религиозная сила не настолько сильна, я вас уверяю, чем магическая. Если захотеть портить человека, любого можно, хоть кого угодно. Вот. Хотя это, конечно, должно иметь логику. Просто так ходить и делать зло и вред, это тоже глупо. Магия не лишена логики. Просто так ничего не делается в магии. Следующий момент. Ладан. Оберегает ли ладан от темных, злых сил? Уважаемые люди, ладан – это ароматическая смола, которая получается от определенного сорта деревьев, которые растут на Аравийском полуострове. Так вот, и говорят, что и ливанский кедр тоже дает определенный ладан, хотя больше как бы из другого сорта деревьев делается ладан. Так вот, уважаемые люди, вот ладаном люди пользовались много тысяч лет назад, еще до появления религии. И ладан окуривали в храмах демонических богов. Ладан окуривали в храмах темных богов. Ладан – это всего лишь материал, как благовоние, понимаете, которое исходит из земли. Не боятся эти духи ни металлов, ни ладана, не боятся эти духи ни каких-то там шипений, ни мата, как одна там советовала материться, когда ты их видишь. Это вообще смешно. Эти силы ничего не боятся. Если помните, у меня есть несколько ритуалов. Помириться со злой силой есть, задобрить злые силы, трубка мира со злом. Кстати, может быть, я выложу еще раз, потому что видно, что мало заметили люди. Потому что там на том канале только вот эти как бы видео, они отходят назад, да, и не видно особо. Так вот, я вам еще раз объясняю, что ладан окуривали в храмах демонических сущностей, которые как раз и отвечали за зло и добро. Вообще зло и добро не существует в мире, нужно уважать любую силу. Я вам говорила, что единственный выход защититься от этих сил – это их уважать, это их почитать, это оставлять какие-то для них откупы. Это просить их не враждовать с вами, не мешать вам, потому что вы их не изгоните. Вы изгоните маленькие такие, знаете, сущности, такие не очень сильные, с нижнего астрала. Есть такие ритуалы, и такой тоже есть чистка дома, там всякие. Ненадолго вы изгоните там ненужные силы. Но если вы считаете, что ладан вас спасет и будет оберегать от демонической силы, и свеча из воска, который вы будете носить в сумке, вас будет оберегать, вы очень сильно ошибаетесь, потому что воск и ладан использовали еще до христианское время. Много тысяч лет назад как раз начинали использовать в храмах тех самых злых богов, которых вы хотите этим ладаном изгонять. Это смешно, я вам скажу.
Вы наоборот будете их питать, потому что ладан источает приятный запах, который может очень легко привлечь всяких духов, неважно каких. Ладан никак не изгоняет злую силу. Просто со временем, вы знаете, как в старые времена, когда священники работали в храмах, они не очень были грамотны, к сожалению, потому что не хватало на всех грамотности, не могли все получить образование. И вот в этих селениях священники были малограмотны. И когда к ним подходили и спрашивали, зачем окуриваться, зачем вот эти благовония, вот этот запах, они объясняли тем, мол, изгоняем злую силу. И вот с тех времен пришла вот эта легенда, что ладан изгоняет злую силу, поэтому окуривают храм. На самом деле это всего лишь ритуал, точно такой же ритуал, как делаю я, когда я окуриваю, скажем, благовония. Да, точно такие же благовония, просто дороже, чем ладан стоит, и более такие пресные и пряные запахи, там разнообразные запахи. И то же самое, просто почитание, благодарение и окуривание, то есть дают силу этим духам, которых просят прийти. Все, что в храмах есть в данный момент, это все пришло с язычества. Потому что иконы, нигде в Библии не сказано, что нужно было делать иконы. Говорят, что первым иконописцем был Лука, когда он изобразил лицо Марии. Но он не изображал для того, чтобы молились, целовали. Он просто оставил в памяти женщину, которая родила человека очень разумного, который вел за собой толпу людей. Как его потом назвали то пророком, то сыном Бога и так далее, это было потом. Но в то время он был просто очень разумный, очень великий учитель. И вот он изобразил лицо его матери. Это раз. Во-вторых, значит, в Библии сказано, что... Нет, да, что у Марии с Иоанном были еще много детей, потому что когда говорят, что пришли к Христу, сказали, пришли твои братья и сестры, он сказал, вот мои братья и сестры, а те дети моей матери. Так что прочитайте, да, более внимательно, это раз. Следующий момент. Поставить иконы. Михаил Архангел, для того, чтобы он защитил. Вообще Михаил Архангел, это как в Библии, как правая рука Господа. Сейчас я вам скажу, кто он есть на самом деле, если правильно перерассказать Библию, если правильно формулировать. Михаил, он же сам Иисус, согласно Библии, который поднялся на небеса и стал там Михаилом, как Бог. Точно такой же, как Бог или равный Богу. Он самый, который там стал, он был верховным ангелом, потом пришел сюда, на землю, и снова ушел туда. Это его имя до его рождения на земле как человека, потому что он был первородным, первым сыном, то есть первым ангелом, главным ангелом. И назван он был Михаил, как Бог, с еврейского перевода, с иврити. Вообще все имена, где есть Иль, Эль, это еврейские имена, потому что Эль и Иль означают Бог. Илья, Божия крепость, да, Эммануэль, Господь с тобою. Потом далее, какие еще имена вас интересуют? Анна тоже еврейское имя, означает Ханна, любовь и благодать Бога. Мария, горькая вообще-то, или властная. Понимаете? То есть с приходом христианства очень много еврейско-греческих имен внедрились в нашу культуру. Так что Михаилу поставите свечу, и он вас защитит от зла. Это, ну, скажем так, очень сильно лишена логики, потому как я уже говорила о том, что иконы – это всего лишь произведение искусства, не более того. И те же самые иконы, которые мироточат, собираются внутри них веками, тысячелетиями. Это энергия, и когда уже не остается места, когда уже переполняется, начинает течь краска. Краска была масляная в то время. Разводили маслом, когда писали иконы. Начинает течь. Вот икона заплакала, дала нам какой-то там знак и прочее, прочее. И то, что вы идете туда, ставите свечу, естественно, что очень много собирается человеческой энергии там, и ощущение такое, что вам становится легче, потому что вы собираете эту человеческую энергию и как-то подпитываетесь этой энергией. В общем, одним словом, дорогие друзья, ладан, воск существовали еще в древние времена. Это все пришло с язычества. И огонь, который зажигалось, считалось, что этим огнем, энергией огня мы подпитываем духи предков, либо те силы, которые вызываем. И это осталось в традиции магии, но и в традиции религии в том числе.
Так что ладан и воск были в храмах и тех богов, чьих сущности вы якобы хотите изгнать с помощью их запаха и прочее, и прочее. Следующий момент. Сорокаусты. Сорокаусты никак не могут вас спасти от врагов, потому что если вы заказываете 40 уст о здравии и прощаете врага, то вы Вселенной говорите: все нормально, мне ничего не надо, я уже простила этого человека. Когда вы говорите: я не желаю ему зла, но пусть он ответит, я вам хочу сказать, вы перемешиваете две понятия, и Вселенная не может понять, что вы хотите. Вы ему желаете зла или не желаете зла. Это ханжество. Вы, конечно, хотите внутри, чтобы он был наказан. Это лукавство, говорить, я ему зла не желаю. Каждый человек, у которого отобрали дом, которого выкинули на улицу, которого обделили, которого обидели, оскорбили и прочее, желает зла тому, кто это сделал, потому что это было бы не лукавство, это было бы истина и правда. С принятием религии мы начали играть в благочестивых. Внутри, ненавидя, мы говорим: я не хочу ему зла, конечно, не дай Бог, пускай его Бог накажет, я-то не хочу ему ничего плохого, но внутри мы очень хотим услышать где-нибудь, что у него перевернулась машина, и что он внутри так и остался. Почему? Потому что он, скажем, в порыве гнева вошел в ваш дом, ударил вас и так далее, и вы себя чувствуете оскорбленным, и вы хотите, чтобы он за это ответил, правда? Если вы говорите: я не желаю зла, если вы ходите, заказываете 40 уст, то есть вы прощаете его, а потом говорите, что в мире нет справедливости, значит, вы глупый человек, потому что справедливость в мире творится нашими руками. Если мы не скажем Вселенной: накажи его, он меня обидел, Вселенная ничего не сделает, потому что ты внутри сказала: пойду-ка я закажу 40 уст. Потому что какой-то глупец посоветовал: иди закажи 40 уст и прости его. Простила, все, до свидания, живи дальше. Он в следующий раз придет и снова будет тебе... Он еще страшнее сделает, потому что ты дала ему волю. Понимаешь, это зависело от тебя. Каждый человек, кто тебе сделал зло, твой должник. И от тебя зависит, будет он прощен или нет. Если ты этого человека прощаешь, то какой справедливости ты ждешь от Вселенной? Справедливости не будет. Дай Вселенной знать, что тебя обидели, ты хочешь возмездия. И не будь лукавым, и не будь двуличным, и не будь ханжой, и не будь лжецом, что меня обидели, а я ничего ему не желаю. Я хочу, чтобы он радовался, жил, еще пойду ему 40 уст закажу. И буду ждать справедливого суда. Итак, уважаемые люди, в древние времена люди соблюдали законы, каноны мироздания. Они знали эти законы и каноны. Не строили дома возле погостов, потому что знали, что за много километров идет вот это вот фон неблагоприятной энергии. Сейчас во имя денег, ради денег строятся и дома рядом с погостом. Вот прям напротив вас вот эти дома, которые видите вот вдалеке, там рядом прям находится погост, очень большой и старый. Там строятся дома, там есть рядом пруд. Каждый год этот пруд берет жертву, потому что этот пруд тоже был сооружен, вырыт именно там, где еще не заканчивалось кладбище. То есть там были, скажем так, кости, которые вытащили, выкинули и спокойно там соорудили пруд, и хорошее место для отдыха. Там деревья очень такие огромные, очень красивые, зеленые, вообще поляна, потому что, естественно, питается человеческим прахом. Человек не соблюдает эти законы, потом удивляется, почему мы плохо живем, почему дорога, построенная недалеко от погоста, постоянно полна катастроф, там являются призраки, почему мы живем не очень хорошо и почему у нас квартал несчастный, забывая о том, что здесь было когда-то кладбище, на нем построили дома, и эти неупокоенные, растревоженные души разозлились и мстят людям, и поэтому там очень много и самоубийств бывает, и пьянств бывает, и так далее, и так далее. То есть хочу сказать, что когда человек презрел все законы Вселенной и начал по-своему строить, как хотел, вот в тот момент человечество стало несчастным. Человечество не может сохранить свою энергию внутри себя. Люди просто так, понимаете, проходят всю свою жизнь, так и ничего не поняв от этой жизни. Не обязательно всем быть президентами, министрами, но можно быть очень счастливым человеком, будучи простым крестьянином, будучи работником завода, но при этом знать законы жизни, чтобы насладиться жизнью, построить крепкий род и уйти.
Далее. Что касается церковной утвари и всяких церковных штучек и всяких атрибутов, которые должны человека охранять и помогать от дурного сглаза и так далее. Всякие там амулетики, эти магнитики с лицами святых и прочее, прочее. Дорогие люди, очень много попадают часто в аварии люди, у которых на главном в машине стоит то ли крест, то ли иконка и прочее. Нас охраняет живая сила, сила, которую мы не видим, но она присутствует и есть в жизни каждого человека. Нас не охраняет кусок металла, нас не охраняет и не помогает написанный портрет человека, нас не охраняет всего лишь материал ладан или воск, который мы используем в ритуалах. Нас не охраняют придуманные каноны, законы, что нужно ставить какие-то сорокаусты и прочее. Нас охраняют уважение к этим силам, почитание, общение с ними, просьба к ним и благодарность. Больше ничего. Вы даже можете не знать никакие законы, никакие ритуалы, но внутри вас, если есть это понятие того, что есть определенная сила вокруг нас, и мы должны просить эту силу, а не изгонять, а не оскорблять, не выгонять, не чур меня, не убирайтесь, там темные, черные силы, они тоже должны быть. Я вам еще раз говорю, Вселенная – это равновесие. Темные силы тоже должны быть, дорогие друзья. Если человек маньяк, убивает людей, его нужно наказывать. Какая-то сила должна ему причинить зло за то зло, которое он причиняет. Да, получается, что темная сила тоже нужна для чего-то, правда? Если человек идет к гибели, и если человек, скажем, идет к гибели, действительно ведет такой образ жизни, что рано или поздно приведет его к могиле. И в какой-то момент раз его посадили. Вот ни за что посадили, как-то он был не очень виноват, но его закрыли на время. Это зло, правда? Какая-то злая сила посодействовала, чтобы его закрыли. Но это спасло его от смерти. Через несколько лет он вышел, одумался, понял, начал новую жизнь. И он говорит, вот меня спасла, вот то зло меня спасло, которое было. Знаете, говорят, нет зла без добра, да? Вот именно что. Зло подчиняется, зло и добро, и темная сторона, и светлая сторона подчиняется одной силе. И без ведома этой силы ничего в этом мире не творится, ни добро, ни зло. Так что, дорогие друзья, мыслите более масштабно. Примитивное мышление, мышление шуганутых толп, пусть не будет для вас частью вашей жизни. Мыслите более масштабно, более разумно, более философски, логически, подходите к каждому вопросу. Еще раз говорю, не нужно, знаете, идти вот в этот стадный инстинкт зашуганных толп. Все, что сказали, как все делают, так и я. Как все хотят, так и я. Так и будете жить всю жизнь, как все, но не как вы хотите. Всем удачи!